Главные новости сегодняшнего дня. Накануне вечера в Москве в элитном доме номер 77 на Авиационной улице раздался взрыв. Как выяснилось, в лифтовом холле сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего были выбиты стекла и рухнул потолок. По предварительным данным, пострадало несколько человек и погиб президент Федерации бокса ДНР, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Однако по обновленным данным сегодня утром стало известно, что в результате трагедии погибло еще 2 человека, среди которых участница известной музыкальной группы 90-х годов под названием «Божья коровка» Инна Анзорова, которая проживала в этом доме. Сегодня утром известная российская и советская актриса Маргарита Терехова была доставлена в реанимацию Боткинской больницы в крайне тяжелом состоянии. Отметим, что 82-летняя актриса уже давно страдает от болезни Альцгеймера. Диагноз ей поставили в возрасте 68 лет. По словам дочери актрисы, Маргарита Терехова не узнает своих родных и близких, в том числе детей и внуков. Большая потеря в мире российского искусства и кинематографа. Сегодня утром ушел из жизни известный актер и режиссер Виктор Савкин. Виктору Савкину было 85 лет. Виктор Савкин, как режиссер, снял более 100 кинофильмов и работал с такими известными артистами, как Василий Ливанов и Юрий Соломин. В качестве актера Виктор Савкин снимался в таких кинофильмах, как «Возвращение Будулая», «На углу у Патриарших» и «Антикиллер 2». Президент Российской Федерации присвоил звание заслуженной артистки России известной российской актрисе театра и кино Анне Снаткиной. Анна Снаткина снялась более чем в 50 кинофильмах и является ведущей артисткой Московского губернского театра. Сотрудники антикоррупционного комитета, известные артисты Михаил Половцев и Евгений Леонов-Гладышев, провели антикоррупционную проверку в столице Бурятии, в городе Улан-Удэ. В результате проверки были выявлены грубейшие нарушения в работе местных властей, а также арестован заместитель пенсионного фонда за хищение денежных средств, предназначенных для пенсионеров, в размере 5 миллионов рублей. Евгения Леонова-Гладышева и Михаила Половцева сопровождает надежная охрана. Далее известные артисты направятся в город Владивосток, где также проверят работу пенсионных фондов. Чрезвычайное событие в мире культуры и российского шоу-бизнеса. Пресс-служба комитета сообщает о факте вандализма на Троекуровском кладбище. Преступники надругались над могилой известного композитора, певца и почетного сотрудника антикоррупционного комитета Вячеслава Добрынина, который ушел из жизни 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. По факту преступления было арестовано 4 преступников, один из которых ранее судим, а 3 нигде не работают. Стало известно, что преступники вскрыли могилу Вячеслава Добрынина с целью ограбления. Они каким-то образом узнали, что родные и близкие артиста, его друзья, положили в гроб Вячеславу Григорьевичу ценные вещи, которые сейчас стоят больших денег. Стало известно, что в гробу Вячеслава Добрынина находились ценные вещи, такие как государственные награды, золотые медали за победы в различных музыкальных конкурсах и личные украшения артиста. По этой причине и была ограблена могила. К счастью, преступники были задержаны, а все ценности были изъяты. По факту чрезвычайного происшествия заведено уголовное дело. Колоссальная семейная драма произошла в жизни российского актера, ведущего артиста Свердловского драматического театра Александра Волкова, который на протяжении 2 лет принимал участие в спецоперации. К сожалению, стало известно, что после участия в СВО Александра Волкова парализовало, и его предали самые близкие люди. К
Как говорит мать артиста, супруга забрала детей, ушла от мужа и встретила другого мужчину, за которого планирует выйти замуж. Александр Волков находится на грани нервного срыва. Известная российская телеведущая и журналистка Арина Шарапова оказалась в больнице в тяжелом состоянии после неудачной процедуры ботокса. Арина Ариновна Шарапова тщательно следит за своей внешностью и регулярно проводит косметические процедуры. Однако на этот раз все прошло неудачно. По данным телеканала, Арина Шарапова в связи с состоянием здоровья может пропустить несколько прямых эфиров и телепередач. В результате проведения судмедэкспертизы известного российского певца-шансонье Михаила Шуфутинского признали вменяемым и адекватным. По этой причине Михаил Захарович Шуфутинский получит уголовное наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно. Напомним, что трагедия произошла еще в мае прошлого года. В результате сцены ревности Михаил Шуфутинский решил в жизни свою супругу, известную модель Светлану Юразову. Пресс-служба комитета сообщает очень радостную и справедливую новость. Сегодня утром погиб известный криминальный авторитет из Тюмени, который участвовал во многих нападениях против сотрудников антикоррупционного комитета. В частности, против таких известных артистов, как Алексей Глызин, Александр Домогаров, Александр Буйнов, Борис Галкин и Александр Балуев. При аресте в Москве в одном из ночных клубов погиб известный криминальный авторитет Муса Хаджиев, который являлся криминальным авторитетом в Москве, в Тюмени и в городе Волгограде. На сотрудников антикоррупционного комитета он совершил более 10 нападений, среди которых были случаи с летальным исходом. Данную операцию по устранению криминального авторитета Мусы Хаджиева спланировали сотрудники комитета Евгений Пригожин и начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин. Криминальный авторитет Муса Хаджиев за свои 45 лет жизни 17 лет провел за решеткой. Известную российскую и советскую певицу Роксану Бабаян готовят к сложной операции по ампутации правой руки. Еще в конце 2024 года известная российская певица получила тяжелую травму. Сегодня день памяти известной советской и российской актрисы Веры Глаголевой, которая ушла из жизни в 2017 году. В эти дни Вере Витальевне Глаголевой могло бы исполниться 69 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.